Доброго времени суток, дорогие друзья. Рядом со мной рок-музыкант из Новосибирска. Человек, который уже записал 12 альбомов. Это достаточно много. И хочу сказать, что его музыка сегодня звучит актуально. Это Виталий Дмитренко. Добрый день, Виталий. Здравствуйте. Виталий сегодня приехал в КСРК ВОЗ. Ты приехал, чтобы изучить, я так понимаю, iPhone, да? Ну да, на курсы невизуальной доступности. И заодно совместил приятное с полезным, пришел как раз на программу «Я вижу ослепительный мир». Рассказал о своем творчестве. Мы послушали последний альбом, который был записан в 2022 году, закончена работа была, да? Да, так точно. И он работал и с музыкантами из Ростовской области, из города Красного Сулина, с режиссером из Ростова сотрудничал, да. В общем, творческий путь такой достаточно насыщенный. И то, что мы слушаем сегодня, это уже зрелая музыка. Я уже в программе спрашивал о многом. Сейчас хочу еще раз спросить тебя. Как ты все-таки, еще раз расскажи нам, как ты решил, вот незрячий человек, заниматься рок-музыкой? Как вот именно этот жанр тебя привлек? Не шансон, не попса. Почему рок-музыка? Рок-музыка, я начинал рок-музыку слушать еще с детства. Я был воспитан на этой музыке. И я считаю, что на сегодняшний день рок-музыка это самая качественная музыка из того, что сейчас на нашей стране. Вот я уже спрашивал, из тех групп, которые вот ты слушал в юности, в детстве, мне понравилось, что тебе нравится тоже группа Scorpions. Я тоже любитель этой музыки, мы все это любим. И что ты можешь послушать сегодня из того, что слушал в юности? Какие твои любимые группы? Рок-группы зарубежные, рок-группы, может быть, российские? Ну, из российских мне очень нравится Чиж и компания и группа Серьга, это Сергей Галанин. И, конечно же, мне очень нравится Моральный кодекс. Очень хорошая музыка. А главное, что напоминает, под нее можно вспомнить детство, да и просто расслабиться под некоторые песни. Да, у нас был недавно в гостях Сергей Мазаев. Действительно, такой очень колоритный человек, очень харизматичный. И хочу еще такой вопрос тебе задать. Я всем это задаю, людям, да, незрячим. Сегодня время у нас, как говорят, непростое. Хотя, если ты оглянешься на свое прошлое, вот согласишься, наверное, со мной, что и в 90-х годах нам говорили, какое сложное время, да? Да, проблема Когда-нибудь были такие времена, что мы говорили, ой, как все хорошо, нет никаких проблем у нас? Ну, такого не бывает. Проблемы были, есть и будут всегда. Просто надо, наверное, уметь их, во-первых, правильно воспринимать и как бы переживать. Вот многие люди сегодня с руками, с глазами, я их называю условно здоровые. Ну, здоровых абсолютно не бывает, да, и из категории здоровых можно попасть очень легко в категорию людей с ограниченными возможностями. Скажи, пожалуйста, много среди твоих знакомых людей зрячих? Много. Много. То есть ты как-то смог социализироваться, да, в обществе, то есть найти себя. Ты не считаешь себя, как бы тебе сказать, каким-то ущербным, да, а считаешь себя полноценным гражданином нашего общества? Я, может быть, конечно, не без проблем, но я все-таки стараюсь общаться со всеми. И нельзя замыкаться в себе, потому что замкнуться в себе это проще всего. Замкнуться, сесть дома и сказать, все, я не зрячий, я инвалид, я никому не нужен. Так многие, кстати, делают. В первую очередь нужно быть, наверное, чтобы мы были нужны самим себе. Как только мы начинаем любить себя, народ это видит, и он обязательно будет тянуться к нам. К тем людям, которые любят себя. Потому что если сейчас время такое, даже в какой-то степени злое, оно всегда таким было.
Вот. И когда человек видит, что другой человек там все не уверен в себе, ну, опустил руки, он будет отталкивать. Он будет отталкивать. Поэтому, если мы действительно хотим жить, и действительно хотим чего-то в этой жизни достичь, да даже просто быть среди людей и, в принципе, быть, ну, чтобы от тебя не отворачивались, то я считаю, надо в первую очередь начать с себя. Правильно. И мне кажется, чем больше мы как бы стучимся, да, идем навстречу обществу, навстречу каким-то переменам, тем больше мы познаем эту жизнь, и тем больше у нас открываются новые возможности, как ты считаешь? Да, и я считаю, что многим незрячим просто, это даже не знаю, пожелание, не надо замыкаться именно вот в одной стезе. Надо показывать себе, не стесняться выходить на улицу, не стесняться быть среди людей. И люди это увидят, и они тоже, и я думаю, что общество, оно примет любого незрячего человека, если он будет это делать. То бишь, если он не будет стесняться. Ну, если он будет адекватный, который, Да, ты знаешь, да. вот многие люди, как ты говоришь, они замыкаются в себе, вот им трудно преодолеть этот барьер, выйти за рамки своего какого-то узкого круга. Мне среди незрячих людей не нравится одна фраза, вот как они характеризуют это: слепецкое общество, общество слепцов, да. То есть это нечто такое напоминает, как из мультика Крота, знаешь, который там зернышки считал. На самом деле, друзья, вот такие примеры, как Виталий Дмитренко, это яркие примеры того, что, ладно, там люди, знаешь, бывают, поют там много там разных, я знаю, людей. Это неплохо, когда поют на свадьбах, знаешь, там на каких-то мероприятиях. Но то, что касается рок-музыки, да, вот очень мало мне пока попадалось незрячих рок-музыкантов. Если нас кто-то смотрит, кто знает таких людей, которые работают именно незрячие в жанре рок-музыки, поп-рок-музыки, добро пожаловать. Вот. Хочу, Виталий, спросить тебя, ты женат, как у тебя брак? Как у Я всех? женат официально. Мгм. Вот. Вот. Очень хороший человек. У тебя жена зрячая, не Нет, зрячая? не зрячий. Не зрячая. Не зрячий. Я сторонник того, что нужно выбирать женщину, как говорится, нужно рубить дерево по себе. И тогда, Мгм. многие хвалятся, да вот, я живу с зрячей женщиной. Ребят, ну это, конечно, хорошо. Это очень хорошо. Но я, например, гораздо лучше себя буду ощущать и ощущаю рядом с человеком таким же, как и я. Вот. По крайней мере, я себя чувствую с ней на равных. То есть человек, который полностью чувствует все твои Да, вот да. проблемы. И не только она чувствует, и Плюсы, я минусы, и чувствую. ты также Да, точно, да. да. И это должно быть взаимно. Сегодня мы слушали альбом, который ты записал. Еще раз скажи, как он называется, вот последний альбом. Альбом называется «На гражданке». Да. На И там гражданке. песня такая залихватская, которая написал еще слова, можно сказать, юности, да. Да, да. А в этом альбоме, значит, эта песня была написана, записана. И я хочу сказать всем, дорогие друзья, по традиции, что обязательно подписывайтесь на YouTube канал. Скажи, как он правильно звучит. Канал просто называется моим именем. Дмитренко Виталий. Да, имя и фамилия. Дмитренко Виталий. Там есть и, значит, студийные записи, и записи с концертов. И то, что надо, и то, что не надо. Ну, Все там есть. да, и также в ВКонтакте есть страничка, значит, Виталий Дмитренко Новосибирск. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь. Вот. Ну, а тебе хочу пожелать творческих успехов, чтобы также смело смотрел в будущее, чтобы все планы, которые есть у тебя, обязательно сбылись. И семейного счастья, благополучия, понимания в семье. Это самое главное. Семья наш тыл. Да. Вот. Что бы ты пожелал еще раз всем, кто нас смотрит? Нас смотрят и зрячие люди, и незрячие. Вот знаешь, многие зрячие говорят иногда: если б я был слепым, я бы, наверное, повесился. Вот они говорят. Я говорю, это проще всего сделать, друзья мои.
а вот, как говорится, дойти до конца, выдержать достойно, пройти свой путь. Скажи, что надо делать, чтобы оставаться вот все-таки в хорошем настроении и жить полной жизнью? Ну, наверное, конечно же, хочется пожелать позитива. Позитива и любите себя. Вот. Хоть и говорят, эгоизм это плохо, но вот если люди теряют зрение, вот, начинают, никогда себя не жалейте. Любите себя, и все у вас получится. И если кто-то, может быть, потерял зрение и боится, как работник общества слепых, я работаю реабилитологом в Новосибирской организации, вот хочу пожелать вам, не стесняйтесь прийти в общество слепых. Общество слепых как раз-таки сейчас, вот, наверное, я буквально, может, недавно это понял, общество слепых как раз темой занимается, что помогает людям войти в это общество, в наше общество, в котором не так все и плохо. Да, и общество обеспечивает средствами реабилитации. В обществе существует огромное количество мероприятий, конкурсов, всяких интересов, которые, как сказать, в которых можно себя проявить, да, это Да. и спорт, это и творчество. Рукоделие, творчество. Ты знаешь, я был поражен, когда в Волоколамске я был, как-то это было давно и неправда, но я там выступал, это было очень давно, и ты понимаешь, мне подарили вырезанную такую из дерева поделку, то есть это не такая, знаете, деревянная такая морда какого-то лешего, не лешего, она выпуклая, ты знаешь, там глаза вырезаны, рот, борода. И это сделал незрячий человек. Мне это было Да. так поразило. Поэтому все, что делают незрячие люди, это больше, чем вы можете себе представить. Поэтому, А бисер? А из да, бисера? из бисероплетения. Я, это для я бы них, никогда да. не смог, честно. Да, да, бисероплетение, это многие занимаются, причем это даже такое прикладное искусство, которое может приносить прибыль. Люди это покупают на самом деле, потому что такие создают интересные фигуры, украшения и так далее. Это очень ручная работа. Вот, поэтому общество слепых это та организация сегодня, которая из немногих вот инвалидных организаций, которая реально помогает людям. Притом есть в каждом городе. В каждом городе, даже в маленьких городках. Да, есть местные организации. Поэтому кто вот хорошо, что ты, кстати, вот сегодня об этом сказал, потому что есть такие неблагодарные люди, которые говорят: вот, а чем общество слепых мне помогло? А чем ты там нашел себя в этой организации? Вот именно, Да. вот именно. И начиная от психологической помощи. Мы же не только должны брать, мы должны отдавать. Конечно, правильно? конечно. И Потому так что, любой человек. потому что прежде чем что-то взять, нужно вложить. Вот. Да, да. И это правильно, так и должно быть. Вот на этой оптимистической ноте мы попрощаемся. Я еще раз желаю тебе семейного благополучия, творческих успехов. И берите пример с лучших. До свидания. До свидания.